Триггеры на самом деле непредсказуемы, иначе они не были бы триггерами. Это, в общем, бессмысленно гадать, что будет триггером. Тут важнее... Я почему не люблю все эти значит, рассуждения про демократизацию по ошибке, потому что возникает такое ощущение, что если не делать ошибок, то все будет хорошо, все под твоим полным контролем, главное вот не лажать. Но понятно, что есть какие-то тенденции, которые, в общем, делают вот такие события, как говорил Альтюсер, сверхдетерминированными. То есть уже не важно, что конкретно станет триггером, важно, что ситуация назрела. Вот если говорить про фон, а это важнее, чем триггер, то протест возникает при нескольких условиях. Ну, грубо говоря, можно два выделить. Первое, это должно быть какое-то неоправданное ожидание, должны быть сформированы и неоправданные. Должно быть ощущение депривации, да, что должно быть так, оно хлоп и по-другому. И второе, это должна быть готовность к коллективному действию. Ну, более точно должно быть понимание, что есть конкретная задача, она достижима. Если мы посмотрим на депривацию, то, вообще говоря, нужно понимать, что эта контратака, которую устроил Путин в 2020 году, она в значительной степени успешна. Потому что ожидания, конечно, снижены после плебисцита. Путин поставил немножко таким неявным образом, но он поставил вопрос ребром, готовы ли вы к тому, что я буду править вечно. И, в общем, как бы, ну, не сказать, что это была какая-то прямо убедительная очень победа, но как бы он не получил внятного сопротивления. Да, это тоже правда. И с этой точки зрения ожиданий на самом деле не очень много. Да? То есть это было... Меня спрашивают, в чем был смысл этой конституционной реформы. Смысл я был в плебисците. Потому что плебисцит дал возможность, в общем, сильно развернуть моральную ситуацию в стране, особенно на фоне 2019 года. В этом смысле, конечно, ожидания сейчас снижены. С другой стороны, мы видим, что Кремль и значительная часть страны, вот эти тенденции, про которые там Мария сейчас говорила, я упомянул, что, в общем, на самом деле движется в противоположных направлениях, если честно. Да? И, то есть одна часть становится какой-то более там современной и космополитичной, грубо говоря. Что за этим скрывается, это можно отдельно обсуждать. А другая, в общем, наоборот, ускоренно движется куда-то вот туда, в поздний совок, да, там, где золотые годы Сергея Кургетовича Шойгу прошли, вот то, что он любит. И по мере того, как они не просто движутся в обратную сторону, а как бы движение ускоряется, в принципе, предпосылки возникают для этих неоправданных ожиданий. Вот. Что касается готовности к коллективному действию, да, второй элемент, то, конечно, кое-что наработано в 2019 году, но все-таки в целом нужно понимать, что уровень пассивности очень высокий, конечно, да, и в том числе в молодых группах, тут не нужно себя обманывать. Это как раз те группы, которые в наибольшей степени деполитизированы и вообще не хотят с этим иметь ничего общего. Другое дело, что для того, чтобы разгорелось пламя, часто нужна очень небольшая искра. И достаточно небольшой мобилизации, как мы опять же видели в 2019 году, чтобы ситуация быстро очень начала масштабироваться. Для этого, в принципе, ну, как бы условия есть.